Мы бываем по роду нашей деятельности на самых разных производствах, которые делают самый разный чай. А в Юнане тут мы уже насчитали, пожалуй, больше пары-тройки сотен разных поставщиков, производителей, фермеров. Каждый занимается чем-то своим. Кто-то просто собирает сырье, например, сдает его нам, там, которым потом сдаем на переработку. Кто-то имеет полный цикл производства, свой чайный сад. Кто-то занимается там только обжаркой шен-пуэра, кто-то только ферментацией шу, кто-то только прессовкой блинов. Есть производства, которые делают вообще полностью все совсем. Самые разные. Сегодня мы проехали на производство, которое занимается в основном шу-пуэрами, вот, но также и у них есть еще цех прессовки блинов. Здесь мы делаем некоторые из нашей продукции, производим. Вот также здесь делают некоторый чайный заказ, в том числе сейчас, например, я дегустирую шу, который был ферментирован тоже по нашему заказу, потому что есть такая история с шу-пуэрами, как правило, как я уже много раз говорил, в Юнане шу, немного кто пьет, и поэтому как бы часто для шу-пуэров, для просто шу-пуэров используется сырье либо летнее, либо осеннее, либо поздний сбор весенний, либо машинный даже бывает какой-то сбор там, или какой-то такой невнимательный ручной, скажем так, когда там более большие черенки берутся. То есть самые разные такое отношения, которые показывают в целом то, что шу, это так, не очень. Вот. И в целом тоже поэтому очень многие ценители чая отходят от шу из-за того, что качественного, хорошего шу, в принципе, не так много делают. Вот. И к нему такое отношение изначально. И, в принципе, поэтому мы тоже решили поучаствовать, как некоторые производители, любящие шу-пуэр качественные, тоже они отдельно берут сырье хорошее, выбирают его и говорят, давайте вот из этого его ферментируем. То есть можно даже гушу ферментировать, как мы это видели как-то на Лабанджане. Вот, то есть такая история. Поэтому тут мы лично тоже сейчас выбрали сырье, есть такой шахау, 10 номер, это новый сорт, Син Пинджун, вот, который сферментировали, мы еще осенью об этом договаривались. Сейчас, собственно, чай появился, его сделали, пьем готовый продукт. Получилось очень неплохо, мне кажется, то есть у него внешний вид, вот он, сам чай. Вайгуан, как называют, да, похож на такой гунтин, только более крупный, вот, или сяодинья, еще малые золотые почки тоже его называют, но говорят, этого такого сырья нет названия, потому что из такого сырья, насколько мне известно, никто, по крайней мере, массово, какие-то крупные производители точно не делали ферментацию этого сырья, потому что, его, во-первых, не так много, это новый, в основном из него делают зеленый чай, красный чай, шу почему-то не делали. И вот мы решили попробовать, и получилось круто. Это очень приятно, потому что действительно ты, получается, участвовал сам непосредственно в процессе выбора, какую-то идею зародил, да, и вот она родилась. Вот. Сейчас мы посмотрим, как же сортируют сырье, причем сортируют сейчас не именно вот это, сортируют сейчас другую кучу, как говорится, туйляо. Вот. Но, в принципе, конкретно это производство, оно занимается ферментацией и предварительной подготовкой шу-пуэра. Мы приехали на завод по производству пуэра. И здесь делают шу, шен-пуэр, прессуют блины, также проводят стадию фанзяо. И конкретно сейчас мы застали стадию, когда сортируют большое количество туйляо. Туйляо – это сырье, которое получается после производства шу-пуэра. Туй, то есть куча квоты, которая как раз вот и проходила стадию туй. Это куча, собственно, ляо – это сырье. Это туйляо складываются в большие мешки, там получается перемешано все, то есть там и черенки можно увидеть, и комки вот эти вот самые, которые мы знаем как лаучатоу или драконьи комки, значит, почечное сырье и листовое, то есть там абсолютно все. Поэтому для того, чтобы это все отсортировать, учитывая, что куча довольно сильно слежавшаяся, нужно немного раздробить это сырье, но не сильно, именно не спрессовать, а так вот разделить, встряхнуть и, собственно, отсортировать по категориям. Для этого есть специальные станки, они бывают самые разные, бывают лазерные сортировщики. Это, в принципе, оборудование довольно старое, но, тем не менее, надежно работающее. То есть здесь происходит сортировка на 4, по-моему, градации чая. Обязательно необходимое устройство на любом заводе, где производится такое, иначе, кажется, в цеху
У нас здесь стоит очень высокая пыль, поднимается постоянно, поэтому все сотрудники работают в таких плотных очень масках, не просто гигиенических, а таких прям конкретно толстых, потому что пыль попадает в дыхательные пути. Если очень долго дышать, то это, конечно, не очень полезно и довольно тяжело, просто начинаешь чихать. Поэтому обязательно одеваются маски. Вот. Кроме того, еще очень хорошо помещение вентилируется, то есть вентиляторы наверху, большая вентиляционная такая вот целая шахта и большое выделено в стене участок, который тоже полностью с отверстиями вентилируется. То есть очень большое внимание этому уделяется. Ну и, конечно, это такие вот мощные вентиляторы. Собственно, на выходе получается 4 фракции сырья и еще 5-я фракция – это пыль. Обычно, там даже не только пыль, бывает ломаный лист мелкий, там тоже попадается. Отсортировывают, в том числе отбраковывают и даже довольно крупную фракцию, которая не совсем пыль является. Это из этого делают обычно точа или просто оставляют как там сырье, которое кто-нибудь заказывает пыль для производства пакетиков или на еще какие-то цели. А получается 4 основные фракции. Здесь, значит, она делится по номерам. Конкретно вот это называется DOD или 9 номер. Вот это, скорее всего, TD 7. Это, возможно, 5 или тоже 7. То есть они потом их разделяют уже конкретно, очень строгих требований нету. Но есть размер черенка, количество почек, размер, собственно, листа. Вот обычно по этим критериям оценивается фракция листа. А это машина, которая производит отсеивание после того, как пройдет первичное отсеивание туйляо, сырья здесь куча. Соответственно, здесь отфильтровываются черенки и такая вот прочая фракция, которая как бы негодна, то есть выбраковка. Там, значит, мешок, куда сыпается нормальный чай, а здесь 2 фракции черенков, вот, палочек. Так как они отличаются по весу и отличаются по такой вот, как бы, вот конкретно здесь просто идет вибрация, они отпрыгивают выше, потому что они легче по весу и, собственно, сортировываются. Но это еще не все. После этого еще идет финальная стадия обработки руками, когда уже выбирается все лишнее. Ну и финальная стадия обработки, это когда уже сырье прошло 2 сортировки машинных, это, конечно, руки, потому что все равно остается какой-то мусор, какие-то там бывают палочки, еще что-то, все обязательно удаляется вручную, ну, по крайней мере, на хороших производствах, которых является этот завод, хоть он такой довольно простой, вот, но завод довольно старый, уже с такой с многолетней историей, и поэтому довольно уважаемый в узких кругах. И тут, конечно же, очень внимательно подходит к выбору сырья. Что же получается на выходе, зависит от того, насколько какое было изначально вообще сырье, потому что если, например, использовалось летнего сбора или еще какое-то, или там сырье с низким содержанием типсов, почек, то есть как бы, тут, конечно же, уже просто получается обычно там, наверное, подешевле, но в любом случае сортировка происходит для любого качества чая одинаково, то есть 3 стадии. Конечно, современные машины сортирования, в том числе и лазерные, есть еще другие разные, они спасают, сохраняют время, но в принципе в плане качества, то есть в любом случае, если вообще не происходит финальная обработка руками, ни одна машина не справляется прям на 100% идеально. Вот, поэтому даже после лазерной сортировки или еще каких-то устройств обязательно все равно происходит ручная обработка, чтобы точно быть уверенным, что чай получился соответствующим своему уровню и никакого мусора там нет. Работа, обед по расписанию. Ровно 11:00, точнее без 10:11. Все, станок выключаются, сотрудницы пошли кушать. Все-таки еда для китайцев это святое, то есть обязательно покушал, значит, отдохнул и потом уже можно допоздна снова работать до следующего обеденного перерыва. Но, кстати, бывает некоторые, конечно, производства работают не настолько строго, именно в плане расписания еды, и часто многие задержатся после работы, потому что в зависимости от условий вообще, как договорятся, на каких условиях работают сотрудники, там есть некоторые особенности, например, если сдельная работа, то есть, например, за количество переработанного сырья там, или за там, количество сделанных изделий, то бывает, там кто-то даже берет сверхурочные, работает допоздна, но конкретно здесь работают по часам, поэтому сотрудницы поработали, станок выключили, пошли обедать. На самом деле, очень многие, кто побывает в Китае или увидит какие-то видео, в том числе и туристы, которые с нами ездят, вообще самые разные люди, увидят что-то там, не зная, и думают, что там в Китае как бы так не очень чисто. На самом деле, когда приезжаешь на завод, видишь, на заводе все абсолютно нормально, и даже вот эта пыль, которая кажется грязью, на самом деле это все чайная пыль, от которой никуда не денешься, и здесь покрыто абсолютно все, многослойное, ее как бы, конечно, тоже убирают, подметают, но это как бы необходимая часть производственного процесса, поэтому здесь все и в масках. Поэтому здесь как бы и все в таком аккуратном желтом слое, особенно там, где сортируется шупуэр, это прям особо заметно, то есть вот этот вот
шу, как говорится, шу-ворс, вот, который как раз в основном поднимается, кстати, от почек. Вот так выглядит тойляо. То есть сырье из кучи, которое вообще никак не перебрано, не отсортировано. Вот, то есть тут, если внимательно посмотреть, можно увидеть и комочек чайный, который мы называем драконьими комками, палочки, черенки в большом количестве, которые отсортировываются, как мусор выбраковывается, и там какое-то небольшое количество мусора, который тоже обязательно сортировывается, например, кусок мешка обычного, почки, которые либо если полностью сортировываются, дадзинья, либо сяодзинья, золотая почка, большая почка, мелкая почка, это гунтин, дворцовый пуэр, листовое сырье, которое в разных купажах там может иметь градация от изи, первый уровень, до джоуди, там 9 уровень, вот, то есть самые разные. Кстати, знаменитые тоже самые купажи того же Мэнхайского завода очень часто имеют градацию 7 и 8, то есть это там довольно-таки невысокий уровень, вот, но при этом как бы мастерство некоторых хороших, скажем так, технологов, оно способно сделать даже из сырья не очень высокой категории довольно вкусный чай, что, в общем-то, тоже и ценится на этом заводе. То есть самая главная работа в ферментационном процессе, это, конечно же, работа технолога, который следит за подзяло, за ферментацией, за тем, как именно лист обрабатывается. Вот. А потом при правильной обработке, при хорошей сортировке уже получается качественный чай на выходе. На каждом из производств, которые имеют свою историю, обязательно есть такой склад всяких артефактов, которые давно уже не используют, то есть такие куски прессов, формы старые для кирпичей производства, такие вот формы с известным очень пейзажем с лошадьми, значит, из дерева, которые выбрасывают тоже в блинах, больших подарочных пуэрах, которые обычно не пьют, а просто как сувенирно используются. Часто их тоже не используют, но тем не менее тут еще лежит это. На некоторых производствах, на еще более старых или каких-то еще совсем не модернизированных, можно увидеть это и в работе. Вот, но, как правило, это уже такой вот, скажем, музейный антиквариат. Кстати, часто на производстве в шоуруме можно найти что-нибудь подобное. Как, например, вот этот вот абсолютно невероятный 3-килограммовый блин Шен Пуэра, который сделан более 10 лет назад. Вот, делан чисто и кэшу, то есть с одного чайного дерева, большого, старого, собрали сырье и сделали 3 килограмма готового чая. Причем дерево, судя по всему, именно отсюда, из Кунлушань, потому что оно огромное. Но чтобы получилось столько сырья готового чая, нужно как минимум 15, наверное, может 14 килограмм сырого листа. Я, естественно, по своей традиции, когда вижу что-то такое, хочу это заиметь, вот, потому что это только один, потому что это старый, очень классный шен, это видно по внешнему виду, и я несколько листиков отломал, попробовал, вот, и потому что это еще и, в общем-то, раритет, то есть этого вообще нету. Вот, но, естественно, хозяин говорит, нет, это я никак не продаю, не отдаю, вот, ну, то есть будем с ним потихонечку вести диалог, я думаю, может быть, в следующем году или еще через год получится такие заиметь. Очень классный такой продукт, и я люблю такие вещи находить. Дальше, в общем, тетушка, подруга директора завода, рассказывает то, что когда они ходили, значит, на Кунлушань здесь, и фермеры, крестьяне, показали ему такой вот камень, то есть это реально окаменевший чайный лист древний. Насколько это, когда это было именно, никто не знает, то есть тут как бы видно вкрапления какие-то отпечатки других листьев, деревьев, но вот даже что по структуре листа очень похож на чайный, реально, очень похож. И даже я вот вижу, что да, похож на чайный лист. То есть, если это окажется правдой, то это, видимо, чуть ли не самый древний доказательство существования чайного дерева еще ваш вот такой период доисторический.